Каждый человек в мире индивидуален, и у него свои предпочтения и вкусы. В видеоиграх это проявляется по большей степени, как игроки настраивают под себя управление, держат те или иные девайсы и смотрят, к примеру, в экран. Все это относится и к телефонным играм. Если говорить точнее, то в Car X Drift Racing 2 тоже люди выбирают под себя наиболее удобное и привлекательное для них управление, в котором они видят свои плюсы и минусы. Вы на канале Catfish Studio, и сегодня мы поговорим о плюсах и минусах руля в Car X Drift Racing 2. В игре есть разные типы управления. Да ты заколебал уже, ты каждый ролик так начинаешь, блин, нафиг. Да, я согласен. Просто я вот такой и не особо понимаю, как можно по-другому. Ну да ладно. В Car X есть тип управления, который представляет из себя руль с педалями. Ну да, действительно, мы же не на повозке едем. Которыми нужно тоже уметь управлять, и все это очень специфично и интересно, так как у этого типа управления есть свои плюсы и минусы, которые могут как перевесить в сторону акселерометра, так и не довесить. Это уже решать вам. Начинаем с плюсов. Первый плюс руля в Car X — это чувствительность на палец. Играя на руле в парном заезде, на постановке или же перекладке, вы никогда не будете бояться того, что вы сейчас зауглите, переуглите или вас развернет. Потому что в момент постановки, если вы слишком сильно закрутили руль, то на данном типе управления вам понадобится меньше полсекунды, чтобы исправить вашу ошибку, так как вы сразу же моментально уведете палец в другую сторону, что позволит вам быстро уменьшить угол. Вы именно не выкручиваете руль до конца в другую сторону, а просто уводите за очень короткое время его в нейтральное положение, за счет чего у вас не будет разворотов. К примеру, вот я ставлюсь на руле. А вот я ставлюсь на акселерометре. На руле удается намного быстрее сделать корректировку руля и исправить ошибку, нежели на наклоне. Второй, как по мне, жирнейший прям плюс — это независимость от внешних факторов. На работе, на даче, учебе, в метро, автобусе, сидя, лежа, плавая, без разницы. В абсолютно любом положении вы можете играть, и ничего вам не будет мешать. Я говорю именно про управление, а не про восприятие игры. Если вы будете ехать в метро, и оно будет ехать вверх, допустим, вы не будете ощущать дискомфорт, потому что, в отличие от акселерометра, ваша машина будет ехать туда, куда вы, именно вы, вашим пальцем повернете руль. Но если палец, конечно, у вас есть. Третий плюс — стабильность. На руле вам не придется так долго разминаться, как на акселерометре, так как ваша чувствительность постоянно одинакова в любом положении. Что вы держите телефон параллельно земле, что под углом, допустим. Вы всегда будете ощущать одно управление и чувствовать машину одинаково. Но этот плюс можно было бы, конечно, отнести и к минусам, потому что чувствительность якобы нельзя менять, но для меня это по большей части плюс. Я за стабильность. Четвертый плюс — прямые глаза. Из-за игры на акселерометре вы можете ощущать себя косоглазым и ненормальным, потому что когда вы едете, все крутится, вертится и т.д. и т.п. Отчего вы не понимаете, сколько осталось до клиппинг-зоны или же какой-то там стены. Поэтому, если хотите, чтобы ваш Марк был жив, а не разбивался об столб, то да, руль вам в помощь, господа. Пятый плюс — отсутствие зависимости от гироскопа. Если вы по профессии какой-нибудь аквалангист и решили поиграть чисто у себя на работе, так скажем, в Car X, и ваш датчик наклона, то бишь гироскоп, сломался от погружения на глубину под воду, то не беда. Ставите руль, и главное, чтобы экран работал. Больше в никаких гироскопах мы не нуждаемся. Правильно? Правильно. По плюсам проехались. Давайте перейдем к минусам, которых тут как бы тоже немало. Первый минус — пальцы на экране. Пока вы крутите баранку, которую вы расположили слева, ваш соперник уже улетает от вас, а вы этого даже не видите, потому что, держите палец на месте, где стоит тачка оппонента. То есть из-за этого руля вы можете на некоторых перекладках и особенно на старте просто не видеть вашего соперника и не понимать, делает он шикану, как он ее делает, и вообще сложно подобрать под него разгон, потому что вы просто тупо можете его не увидеть из-за вашего пальца. А если вы еще какой-нибудь супер пухляш-мухляш, не в обиду, братва, то за вашими сардельками, так скажем, вообще полтрассы можно будет не заметить.
Второй минус, самый жирный, игра в 3 пальца. Как мы знаем, механика и сцепление — это наше все в CarX. Поэтому левым пальцем мы вынуждены рулить. Справа один палец либо разрезать на 2 части, чтобы им нажимать на передачи, газ, тормоз, ручник и сцепление, либо использовать еще один свой. Поэтому игра на руле обязывает вас играть в 3 пальца. Это не особо прям удобно и прикольно. Вы не сможете особо расслабиться, играя в игру таким вот способом. Но раз уж вы выбрали это управление, то деваться некуда. Либо так, либо никак. Третий минус – ощутимость физики. Играя на руле, не особо понимаешь вес автомобиля, не особо чувствуешь то, как тачка едет по асфальту, в каком моменте она цепляется, в каком моменте стреляет на перекладке. Как говорит всем известная Аркаша, жопомер никто не отменял. на руле не особо понятно, как тачка поедет дальше в дуге, когда отпускать газ, а когда нажать, чтобы машина словила зацеп и выстрелила на перекладке. Нет вот этой вот обратной связи, что ли, не особо чувствуешь, как покрышки взаимодействуют с асфальтом. Еще не особо ощущается вес машины, что она тяжелая, что легкая, хрен поймешь, пока не посмотришь. И да, этот минус для меня лично тоже достаточно жирный, потому что физика и ощущение езды — это наше все. В общем говоря, такие вот минусы и плюсы есть у такого типа управления, как руль в CarX Drift Racing 2, с которыми можно легко и просто конкурировать, как по мне, с акселерометром, то есть с наклоном телефона. Если вы играете на руле и делаете это правильно в 3 пальца, то вы красавчик, и вы вполне можете хорошо научиться парному дрифту и показывать результат. Как по мне, руль — это неплохой тип управления. Если вам понравился ролик, ставьте лайкосы, пишите в комментарии, какие еще плюсы и минусы видите вы лично для себя у этого типа управления. Кидайте подписку на канал и долбите в колокол, чтобы не упустить все новости с канала. Всех обнимаю, люблю. Пока-пока.